Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. В сегодняшнем видео я расскажу вам, как красить вагонку в ускоренном темпе с помощью пневматического пульверизатора системы LV-LP. Значит, для этого нам понадобится сам пневматический пульверизатор, средства индивидуальной защиты. Это самое главное, что нам надо во время эпидемии, это респиратор АМГ-67, защитные очки, кисточка для того, что первый слой необходимо в деревянных вещах втирать. Волокна там и так далее, шероховатость и так далее. Но это рекомендует производитель, это не обязательно. Далее нам необходим компрессор поршневой, с ограничителем давления. И, естественно, шланг для него. Нормальное освещение и краска. В данном случае мы будем красить краской Tecnos Satu Saun Vaha, как ее называют. Слово выговорить сложно. Она предназначена так как нанесение и кистью, так же и пульверизатором. Что касаемо самого важного момента, я его искал очень долго. Какую же дюзу необходимо использовать для покраски? Потому что данный краскопульт он предназначен для покраски автомобилей, там, металла и так далее. И дерево тоже в том числе. Мною он приобретался для, скажем так, столярной мастерской и для покраски элементов внутренней отделки внутри дома. Далее, дюза у нас стоит 1,3. Вот, на ней написано. Оператор, если приблизит, 1,3. Значит, что касаемо преимущества системы краскопульта LV-LP, это пониженное, что ему необходимо пониженное давление, то есть не более 2,5 атмосфер. И он позволяет выставить четкий, аккуратный факел. Потому что это уже краскопульты такого серьезного уровня. Далее настраивается факел вот этой крутилкой. Подача материала осуществляется игла так называемая, да, сколько краски выйдет на нашу вагонку, да, вагонину, осуществляется вот этой крутилкой. И регулировка воздуха, то есть она по умолчанию открыта, так как если посмотреть, оператор сейчас приблизит, на поршневом компрессоре у нас есть два манометра. Один это давление, которое он накачал в себя, а вот это давление на выходе, которое будет на краскопульте. Сейчас стоит 4, но когда я нажму курок, оно опустится до 2,5 атмосфер. Соответственно, на самом краскопульте мне регулировать давление воздуха, если только чуть-чуть методом корректировки. Так что вот так. Итак, начнем. Значит, наливаем краску. Что касаемо вязкости, все дела, скажут, надо вискозиметр, все дела по науке. Делаем все очень просто. Наливаем краску из банки так, как она есть. Вот у нее какая растекаемость. Наливаем 400 грамм. Использую я для этого из-под блендера Braun очень удобную измерительную штуку. Естественно, все скажут, ничего себе, какое расточительство. Но это сломанный был блендер от Braun, поэтому эту штуку жалко было выкидывать. Но на ней метки, сколько миллиграмм и так далее. Для краски очень удобно. Далее, в чем преимущество данного краскопульта? Я его сейчас положу, из него краска не потечет. И это самое главное преимущество. Пока я надеваю средства индивидуальной защиты. АМГ-67. Одевается оно очень быстро. Быстро и просто. И очечки, как говорится. Очечки надо. Выглядит это так. В принципе, в цвете последних событий вот так
необходимо ходить по магазинам. Вот. Но мы в данном моменте будем красить. Итак, в компрессоре у нас есть давление. Факел. Ну, как выставлять факел, настраивать краскопульт. Это я рассказывать не буду, очень много видео по данному вопросу. Ну и так, приступим. Оператор поможет. Начинаем. Раз. Потом, что я делаю дальше? Для того, чтобы перекрыть все вот эти угловые вещи, да, пазы, гребни и так далее, я прохожу перехлестом еще один раз. Далее я беру Итак, далее мы берем кисточку и промазываем пазы. Вот так вот выглядит конечный результат. Вагонка покрашена. Главное в конце работы, когда все уже сделано, помыть краскопульт. Вот, и обязательно очистить, не оттягивать это дело. Прогнать полностью целую банку воды с полностью открученной дюзой. Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного.